Раскол, эпизод 7, Украина. Когда мы рассказывали про поход Степана Разина против плохих бояр за хорошего царя, то поневоле напрашивается аналогия с недавним походом Пригожина, который он осуществил. Причем ошибки, допущенные Пригожиным, они ровно те же. Нужно понимать, что у нас нет плохих бояр и хорошего царя. Есть сложившаяся пирамида управления, насыщенная пятой колонной, которая функционирует по своим законам. Поэтому Пригожин, несмотря на весь свой опыт, продемонстрировал непонимание сути управления. Кроме того, нужно разбираться, против кого ты выходишь. С ящерами договориться невозможно. И даже если заключается временный мир, то война продолжается, геноцид только возрастает. Отсидеться ни у кого не получится. Обратите внимание, многие политологи и военные обозреватели рассуждают о враге как о людях, пытаясь найти в их поступках логику или объяснить это с позиции здравомыслия или расчета. Отметим также, что существующей системе не нужны харизматичные, имеющие и отстаивающие свои мнения люди. Ей нужны винтики, молчаливые соглашатели, хотя этим сама система существенно себя ослабляет. Если бы поход Пригожина удался, это тоже бы ни к чему не привело, кроме продолжающегося раскола общества. То есть здесь нет хорошего выхода. Оккупация врагами была что тогда, в 17 веке, что сейчас. Только сейчас народ гораздо более инертный. Многие не готовы к изменениям. Давайте рассмотрим этот вопрос с позиции территории и вспомним, в чем был смысл создания территории Союза Советских Социалистических Республик. Он состоял в объединении разных, в создании единого поля возможностей с точки зрения свободного обмена результатами труда. Эта попытка была лучшей из всего, что было до сих пор, хотя она была несовершенна, так как территории разных этносов находились на разных уровнях духовности. Поэтому единого процесса, который бы сам себя поддерживал и защищал, не сложилось. Он был рано или поздно обречен на распад. Однако была обозначена территория, которая функционировала в неком едином ритме, на общее благо. Именно поэтому от нее осталось столько хороших закладок. СССР – это единственное, что возникло за последние 800 лет как отголосок распада единой территории. Именно поэтому враги сделали все для разделения этой территории, чтобы исключить возврат к единому непобедимому пространству. Территория должна включать несколько ключевых моментов. Первое – это народность, которая живет там, ее генетика и обусловленность, сила крови людей, то есть сила их предков. Второе – сама природная среда, живая, которая может воспроизводить живое. Третье – это сознание, сознательная идея, которая лежит в основе развития духовности на данной территории, ради которой все готовы трудиться. Только в этом случае территория будет выполнять функции защиты, жизнеобеспечения и развития тех, кто на ней проживает. Что же в данном контексте мы с вами видим на Украине? Что касается проживающего там населения, отметьте, не народа, а населения. Это часто путают, хотя в последнее время на всех каналах уже гораздо реже стали употреблять словосочетание про братский украинский народ. Так вот, мы уже рассказывали, что есть сидящие в тюрьмах носители нашей традиции русского духа, которые не были убиты и не успели уехать. Есть спящие казаки, которые никак не могут проснуться и вспомнить себя. Есть фашистующие выродки, носители генетики хазарского каганата. И, наконец, есть молчаливая масса людей, живущих обычными материальными чаяниями, запуганная, с перевернутыми мозгами, которые пытаются выживать. Что касается природной среды, то она весьма живая и может обеспечить человека всем необходимым. Если говорить о сознании, то оно у подавляющего большинства пригашено. Это результат постоянной обработки ядами сознания, которая происходит на всех планах. Мы рассказали об этом в нашей книге «Ключи управления реальностью». Как следствие, ни о какой сознательной идее и пробуждении духовности говорить не приходится. Нужно понять, что сейчас на Украине открытый фашизм, а у нас скрытый. Там дети пропитаны этим уже с 3-летнего возраста. Что с этим делать и как их перевоспитывать – это очень большой трудный вопрос. Но самое главное, что нужно понять – в основе фашизма лежит желание обладать.
Именно поэтому общество потребления – идеальная питательная среда для него. К сожалению, присутствует отложенный эффект. Все смотрят на то, что есть, а не на то, что будет. Прописано это, начиная с ментального уровня. Далее. Дух не может зайти туда, где население выбрало рабство. Сейчас для существенной части молодежи нет ни героев, ни разъяснения сути их подвига. В ходе недавней лекции, которую читала одна из наших преподавательниц перед учениками возраста 14-16 лет, выяснилось, что они не знают ни кто такой Рокоссовский и не слышали про Сталинградскую битву. И надо понимать, что это наша обычная российская школа. В современном обществе нет уважения к героям, так как нынешняя война многими до сих пор считается братоубийственной. А кто кому брат и чем отличается народ от населения, никто людям не объясняет, так как отсутствует идеология. Что же делать? Если люди хотят жить, то надо брать самоуправление на местах в свои руки, создавать сознательную среду в ограниченных пространствах. И нужно понимать, что царь сейчас, несмотря на свои многочисленные достоинства, это часть системы. Мы уже неоднократно отмечали, что есть несколько необходимых условий для преодоления раскола и возможного перехода к объединяющей идеологии. Это, во-первых, связано с тем, что нужно перестать отрицать собственную историю, относиться к ней не с позиции охранителя, отсекающего все неудобные свидетельства и артефакты, противоречащие официально принятым, а с позиции исследователя, включающего здравомыслие, критический взгляд и генетическую память. Во-вторых, нужно хотя бы в общих чертах разобраться в том, как устроена система мирового управления. Сейчас существенно меньше скептических отсылок к теории заговора, так как даже самые упертые понимают, что заговор есть, а теории нет. И в-третьих, нужно перестать отрицать тонкий план. Жесткое следование рамкам материализма не позволит понять, с кем или чем вы сталкиваетесь, кто против вас выходит. Обратите внимание, что подавляющее большинство политологов и военных экспертов рассуждают так, что со стороны неприятеля играют в разной степени подготовленные люди, в крайнем случае глубинное государство. Поэтому им, как представителям Homo sapiens, должны быть присущи логика, здравомыслие, расчет, финансовые или политические интересы. И это далеко не так. Пока это не будет понято, не появится возможности задавать хоть какие-то позитивные тенденции. И, собственно, все ролики на тему раскола по этому поводу. Итак, основные выводы по теме раскол. Первое. Нужна массовая перезагрузка и новое разделение людей на группы, которые будут сформированы по умениям и навыкам. Второе. Нужно переселение людей, чтобы они заняли свои территории, где их земля, где они ощущают свою родину. Этого вообще никто не хочет понимать. Третье. Для складывания среды требуется не менее 60% компактно проживающего коренного населения. При снижении этого порога до 30% наступает вырождение и уход земель. Четвертое. Нужны опорные объекты, генераторы высокочастотной энергии, которые будут задавать напряженность внутри поля. И это не электростанция. Тогда в самой среде начнутся перемены. Пятое. Когда среда изменится, то у выросших в ней второго и третьего поколения детей начнутся изменения генетики на клеточном уровне. Это должно быть продлено и поддержано вплоть до 5-го колена. Шестое. Нужны правильно посаженные деревья и соответствующие почвы для обеспечения среды правильной атмосферой. Седьмое. Людям нужно сложить правильную картину мира, разъяснять им настоящее и прошлое, дорога к которому пока прикрыта, так как там не на что опереться. Восьмое. Нужны высокодуховные русские женщины-матери, правильно воспитанные. Девятое. Нужны условия для охраны чести женщины, в том числе и на уровне государства. Десятое. Нужно не позволять пришлым бесконтрольно плодиться и ассимилироваться на наших территориях. 11. Нужно понять, что в крупных городах от женщин-ботов никакого благодетельного потомства не родится. 12. Нужно возрождать правильное понимание Родины и укреплять это повсеместно и на всех уровнях. 13. Нужно убирать чуждые мысли в головах и чуждые ценности с наших территорий, которые раскалывают жизнь на части с помощью западных технологий. 14. Полумерами обойтись не получится. Нужны кардинальные решения. На новых принципах должны вырасти новые дети, которые зайдут уже в новую подготовленную среду. 15. Нужно избавиться от тотальной лжи. И 16. Нужно помнить, что территория это наша, а игры на ней не наши. Но речь идет не о борьбе с властимущими или ставленниками чуждых.
Речь идет о присутствии жизни на территории и степени ответственности за эту жизнь.